Here is a buffer wall that we built ourselves for the last CEDIA. If you came to the CEDIA in Indianapolis, you would have listened to this very buffer wall. And you see here the wall, covered in the black absorber, and the 3 P610s inserted into the buffer wall. Вот фальш-стена, которую мы сами создали для выставки CEDIA. Если вы были на этой выставке в 2012 году в Индианаполисе, кто-нибудь был? То вы могли слышать нашу, как звучат колонки, встроенные в нашу стену. Черным показан абсорбирующий материал, а в саму стену встроены наши колонки P615. P610, конечно. The blocks that you see is for the mounting points for the screen. Вот это то, что вы видите сейчас показанное белым, это монтажные элементы для навешивания экрана. And this area was going to be covered with black fabric, and this area was going to be covered with black fabric. Части вверху и внизу должны были быть закрыты черным полотном. This is the drawing for that same baffle wall, okay? So what you see here is the layout per THX standard specifications. Это чертеж фальш-стены, который вы видели на предыдущем слайде. Здесь показано расположение колонок и организация фальш-стены в соответствии со стандартами THX. So the baffle wall covers the entire front of the room. Стена занимает все пространство от пола до потолка в комнате. And it can be finished like the rest of the room. So you can have the same architraves. I don't know what the you know the architraves are, the moldings, and the same skirting boards. You can have exactly the same finish on top of this baffle wall to make it look one part of the entire room. И стену можно, после того, как стена будет готова, ее можно отделывать точно так же, как само помещение. Например, поверху может быть продолжение карниза, внизу могут идти плинтуса, такие же, как в помещении. Все будет сливаться в одном пространстве. When you build a baffle wall, in most cases you'll be using a CinemaScope screen. При строительстве фальш-стены в большинстве случаев, скорее всего, будет использоваться экран формата CinemaScope. So we will calculate the correct size screen for your room as well. Мы поможем вам посчитаем для вас правильный размер экрана. And we is Sergey, okay? Мы вместе с Сергеем. Very important is that within the correct position of the screen, the loudspeakers are mounted at this exact height. Очень важно, что по спецификации за экраном колонки должны располагаться вот точно на этой высоте. Which is 5/8 the height of the image. So the image is that, this is 3/8, that is 5/8, and this is the acoustic center of the loudspeaker, which is right here on the edge of the waveguide. Высота рассчитывается как 5/8 от высоты изображения. Вот высота изображения, выше было 3/8, а колонка висит в акустическом центре. This is a critical requirement for a THX style baffle wall. Это критически важное требование для того, чтобы сертифицировать вашу фальш-стену в соответствии с стандартом THX. Now obviously the center speaker is exactly on the center line. Ну, очевидно, центральный канал полностью идет по центру. But the left and the right, I can explain you in more detail. If you see this line here, that is the 16:9 image, left and right, okay? Вот сейчас немного остановимся на левом и правом, с ними есть некоторые хитрости. Если вы видите вот эту линию, это линия, которая 16:9 очерчивает соотношение сторон 16:9. So the loudspeaker left and right go in the middle of CinemaScope and 69. И получается, что левый и правый канал располагаются как бы по центру между экраном размера CinemaScope и экраном с соотношением сторон 16:9. And using this positioning, you get the best integration between the image and the audio. Благодаря такому расположению достигается наилучшая интеграция аудио с изображением. 3D image. Это трехмерное изображение той же самой стены. This is not a box. This is not a cupboard for the speaker. This is only a shelf. So behind the baffle wall, it is open.
Это не коробка, это не ящик для колонки, это просто полочка. Пространство за стеной полностью открыто. Because a box would create resonances inside that box, which is more, that's not the right thing to do. You don't want to make a box. Потому что если бы была коробка, то она бы создавала нежелательные резонансы, и это неправильно, не надо этого делать. In fact, you can see here that the loudspeaker sits on a shelf and it's open, and behind is acoustic absorbent material again to catch any resonances behind the baffle wall. Вот здесь вы видите, в центральной части фотографии уже установлена колонка, она стоит на полке, вокруг нее свободное пространство, а в левое окно в стене проглядывает изолирующий материал, абсорбирующий материал, который тоже будет улавливать любые резонансы за стеной. This is the same view from the rear, and again you see this is just a shelf and it's open. Now you can put acoustic absorbent material in this space as well. Это взгляд на ту же стену сзади, теперь лучше видно, как устроены полочки, а абсорбирующий материал также можно располагать и вот в эти пространства вверху. The shelf comes forward all the way to the front of the baffle wall. Полочка доходит вперед, вплоть до передней части фальш-стены. The baffle wall itself is made of 3 layers of material. Сама фальш-стена изготавливается из 3 слоев материалов. One layer MDF and 2 layers of plasterboard. Один слой ДВП, МДФ, и 2 слоя гипсокартона, какая-то сухая штукатурка. And the seams are overlapping, okay? So one seam is here, and then the next layer, the seam is over there. Важно, чтобы швы материалов перекрывались, то есть шов материала, который находится ниже, находится где-то в сдвинутом положении относительно шва, который будет сверху. So it's a simple timber frame. Это простая рама из брусков. With cheap materials such as plasterboard and MDF to construct the actual baffle wall. Используются простые материалы типа листов штукатурки, штукатурки и МДФ. And you don't need to be very smart to do the installation. That's me. И особо умным человеком быть не нужно для того, чтобы создать такую стену. Вот это я, например, на фотографии. This is again the Cedia wall that we made just a few weeks ago. Now you can see the timber, the layers of plasterboard and MDF, and then the acoustic absorbent material on the front. Это еще раз та стена, которую мы построили для цеди. И здесь в разрезе вы видите, что проглядывают деревянные бруски. Дальше идет МДФ, там штукатурка или гипсокартон и сверху абсорбирующий материал. Now it's very important that you push the speaker flush with the timber, not flush with the absorbent material. Okay? So the speaker goes in past the absorbent material where the MDF is. Важно, чтобы колонка устанавливалась за подлицо с деревянными брусками, за подлицо с МДФ. Не вперед ее нужно выдвигать туда, где кончается абсорбирующий материал, а туда вдвигать, где кончается дерево. Now, if you have any gaps around the P6, in this case, you fill it up with absorber material. Если вокруг колонки остается какое-то пространство, например, в данном случае использовался громкоговоритель P6, его тоже заполняют абсорбирующим материалом. This was the room that we built at Cedia a couple of years ago, or is this a THX room? This is the THX room, I think. Yeah, THX certified room. Я сначала думал, что это комната, которую мы делали тоже для Cedia, но на самом деле это комната, которую вот мне адрес здесь подсказывает, которую мы делали для THX. This was the Cedia 2010 room. Это помещение для Cedia в 2010 году. P18 standing upright. P18 стоят вертикально. А это та же комната, но уже помещен сверху экран. And this was also a THX certified room. Комната для Cedia тоже получила сертификат THX. So, overall, we recommend that you always use a baffle wall if you can. В целом мы рекомендуем, чтобы вы всегда, когда только возможно, использовали акустическую фальш-стену.
And we help dealers around the world to do the correct design and then next the installation. И мы помогаем дилерам по всему миру разработать правильный дизайн, а затем установить эту стену. But here in Russia you have the benefit of the engineers at MMS, so they can probably do it all for you as well. Но здесь в России вам повезло, здесь есть инженеры ММС, которые, скорее всего, помогут вам с этим. Next steps, if you haven't done so already, do the THX training. Anybody done the THX training already? Кто-нибудь прошел тренинг THX уже? Worth looking into, and in fact, MMS could organize this one time here in Russia. Советую вам рассмотреть этот вопрос, и ММС может вам с этим помочь. Стоящая вещь. Befable will help the Procella loudspeakers to produce the very best audio possible. Фальш-стена позволит громкоговорителям от Procella выдать наилучший возможный звук. And that's it. Вот и все. Thank you very much. Спасибо большое.